Всем доброго дня, ребята, если можно сказать доброго. Я обещала записать про Казахстан более развернуто, более объемно. Перед тем, как мы начнем, я хочу, чтобы вы понимали, то есть нет такого понятия, как страна-агрессор или страна не агрессор. Это все то, что нам пытаются втюхать в этой системе и какое-то ложное представление сделать. В первую очередь это зависит от людей, которые управляют этими странами. И мы сейчас говорим не про тех людей, которых нам усиленно показывают по телевизору, а про тех, которые находятся над ними и реально управляют теми или иными странами. И эти люди, они действуют только в своих интересах. Поэтому эти моменты тоже учитывайте. Смотрите на мир в реальной картине. Ну а если мы это все с вами поняли, то дальше уже будем говорить про Казахстан и про то, что эти люди, которые в реальности управляют странами, там сейчас делают. Смотрите, ребята, первое, что я хотела сказать, это то, что я увидела, помните, мы с вами говорили про матрицу, про матричные алгоритмы, шестеренки, да, так называемые, которые запускаются и сформируют цепи событий. Вот эти матричные шестеренки — это система темных, которую они здесь построили. Так вот, в Казахстане касательно власти, которая находится сейчас, уже почти не находится, да, правительство все, шестеренка отщелкнула. Я увидела, как шестеренка отщелкнула. Что это значит? Это значит, что цикл этой власти, которая сидела до данного момента в Казахстане, этот цикл закончился. И согласно новому алгоритму, то есть этой матрице, должен запуститься новый алгоритм. То есть должна произойти смена. И поэтому начались запускаться другие процессы. То есть я увидела, когда эта шестеренка отщелкнулась, это запустило цепь определенных процессов, цепь определенных алгоритмов, которые привели на данный момент к тому, к чему они привели. Ну и дальше пытаются, да, по этим же матричным алгоритмам все действовать. Так вот, с кого все началось? Началось все со страны Золотого дракона. Я не буду называть страны своими именами, но я думаю, вы и так поймете вообще без проблем, что это за страна, и догадаться несложно. Вот началось все со страны Золотого дракона. Когда я задала запрос, что я хочу увидеть кукловода, я четко увидела лидера этой страны, увидела, как ниточки тянутся оттуда, и что первую вспышку, первый вот этот толчок дали именно они. Для чего они это дали? Я увидела у них какой-то территориальный интерес. Территориальный интерес в плане, знаете, им нужны какие-то территории этой страны. Какие-то территории этой страны очень экономически богаты, то есть там очень много денег зарыто. В прямом смысле слова там много зарыто денег. Это какие-то природные ресурсы, это что-то такое, то есть на что они очень сильно хотят. То есть им нужна кровь этой земли. И они хотят себе отхапать какие-то территории. То есть под полное свое управление. Знаете, что-то типа того, что им не нужна эта территория в составе своей страны. Да, войны 21 века уже так давно не ведутся. Они хотят именно под полный свой контроль, под полный карт-бланш себе вот эти земли, чтобы им там сказали: делайте все, что хотите. После вас хоть песок, хоть пустыня. Вот, им вот это надо. И та власть, которая до этого была в Казахстане, они им не давали это реализовать в полном объеме, в котором они бы хотели это сделать. А в каком они объеме хотели? Они хотели полностью все выжать, вот знаете, вот как с лимона все соки вот так вот просто выжать, и при этом ни с кем не поделиться, в принципе. То есть просто забрать себе всю мякоть, да, весь сок этого лимона и оставить только кожуру. Все. И денег с этого
не дать ни правительству как бы этой страны, ни, ну, тем более простому народу. А это правительство, которое сидело, они были, ну, слишком жадные для них. Они говорили: ребята, давайте, делитесь, денежку нам. Это есть они им не давали реализовать это все. И их это очень сильно раздражало. Очень сильно раздражало. Так вот, они начали вот эту вот вспышку. То есть для того, чтобы просто создать там хаос определенный, перехватить это все. Но саму волну вот этой вот народного гнева, да, которую они подняли искусственным образом, опять же, это все, я хочу, чтобы вы понимали это, что за вот этими всеми процессами, которые сейчас идут в Казахстане, стоят очень крупные корпорации, очень крупные финансовые корпорации, у них очень-очень много денег. Но помимо этого вмешалась вторая сторона. И эта вторая сторона, у нее свой интерес. То есть у нее нет интереса территорий, которые есть у страны Золотого Дракона. Вторая сторона – это сторона медведя. И когда мне еще, получается, 3 дня назад, наверное, когда я только-только увидела, что там вообще в Казахстане происходит, скинули, что типа официально страна медведя объявила, что она вмешиваться вообще не будет, то есть в то, что происходит на территории Казахстана, и что они не будут как бы там ни войска свои вводить, ничего, то есть они не будут вмешиваться в суверенитет страны, мол, пускай те сами разбираются. Я же такая говорю, что за бред. То есть я начала уже на тот момент смотреть Казахстан, и я сказала, что за бред. Я четко вижу, что там есть военные. Причем военные этой страны медведя. Я четко их увидела, их там было много. То есть там много этих военных. Еще до того, как, ну, вы там, может быть, скажете, что АДКБ там или что там, какая-то вот штука типа договоренности, сейчас они там вот это вот входят по договоренности. Нет, еще до вот этой всей ерунды, до вот этой вот всей договоренности, были там уже военные. Они уже там были, только неофициально. Они уже там были. И мало того, что они там были, понимаете, в чем дело? Вот если мы берем какую-нибудь другую, да, страну, где то же самое вот все проводят, даже ту же самую страну Орла, да, где вот эти вот все там бегают, вот эти вот человечки сейчас и там орут за определенные силы, да, там рушат все и прочее, вот беспорядки там в том же самом 2020 были году и все прочее, у них вот эти тоже там. Это специально обученные люди, но это не военные, то есть это просто там наемники, которых обучали определенные спецслужбы, и эти наемники, они за деньги, то есть за определенное бабло, они проводят вот такие вот мероприятия на территории других стран, как бы, и туда, куда их, в принципе, хозяева пошлют, да, то есть они специально обученные для вот проведения вот таких мероприятий. Это вот, если мы берем западных хозяев, да, вот, которые проводят это все, тут же нет, то есть тут же те, кто координировал, те, кто перехватил вот это управление народными волнениями и начал просто направление вот это вот задавать движение, это были военные. И вот это меня удивило, то есть я не увидела там вот этих наемников, их не было. И, наверное, многие подумают, что, ну, это 100% там сыграла роль страна Орла, там приложила свою лапу, да, или там союз там европейских вот этих вот всех штук, они типа там чего-то кого-то там делают. Нет. Я еще перепроверила, потому что для меня это было удивительно. Я перепроверила, но я увидела четко, что в странах Европы, там вообще им не до этого, у них там проблемы с собственным населением, они там не могут уладить, то есть у них там собственных волнений внутренних хватает, то есть они там со своим-то народом не могут сладить, куда им там чего, им вообще не до этого просто, не до того, чтобы там какие-то где-то мероприятия проводить, а страна Орла им вообще тоже, да,
не то чтобы им там не до этого, но на данный момент они ничего такого не делают. То есть они вообще там не при делах. И вышло как вышло. То есть реально сейчас, получается, на территории Казахстана играют два игрока. Это страна медведя, у которой есть интерес в том, чтобы захватить управление этой страной. И, как вы понимаете, да, то есть страна, которая захватывает фактически другую страну, делает ее, ну, вот как в свое время Англия там, да, делала колонии, то есть фактически вот. И для того, чтобы создать такую страну, это опять же войны 21 века. Не обязательно что-то как-то, достаточно посадить туда тех людей, которые тебе нужны, которые будут работать на тебя. Но опять же вы понимаете, что про народ там речи не идет. И я увидела вот этих вот людей, то есть военных, ну, во-первых, которые регулировали вот эти волны. И они говорили, то есть, они говорят, так, вот этот идет сюда, и у них причем рации. И то, что интернета нет, вот этого всего нет, это тоже не случайно. Для того, чтобы люди не могли сами координировать свои действия. Для того, чтобы это все происходило ровно так, как нужно вот этим людям, ну, военным, да, с рациями. И эти военные, они такие, этих веди туда, так, этих гоните сюда, там, давайте волну, надо захватить вот это, надо перехватить вот это, там, следующая цель, там, захвата, то есть вот прям вот таким образом, понимаете, это все происходит. И полностью координируют это все военные. И мало того, дальше то, что я увидела, вот эти две страны, они как бы между собой уже договорились, то есть они одни сказали, что давайте мы заберем управление, ну, то есть вам же это все равно в тягость, зачем вам это не интересно, то есть им это действительно, стране дракона это не интересно. Мы, говорит, заберем себе управление этой страной, а вы забирайте, а вам просто отдадим эти территории, которые вам нужны. Что вы хотите, какие территории? Как Сибирь, просто. Хоть песок после себя оставляйте. Понимаете, то есть они уже такое делали, и, в принципе, не верить им смысла у дракона нет. Вот так, ребята. И насчет смены власти. Тут четко тоже шло, понимаете, что если, ну вот как они сейчас говорят, что вот, типа, там народу сейчас дадут там провести досрочные выборы, да, там или как, новое правительство избрать, все такое. И тут четко шло, что это как выбор без выбора. Я увидела людей, которых уже подготовили. Им уже сказали, так, ты, вот, вы будете сидеть вон там. Они уже все, они себе начистили пиджаки, они уже начистили себе беленькие рубашечки, уже там чемоданчики приготовили, туфельки одели. То есть получают определенные... На данный момент они получают определенные инструкции. То есть инструкции по поводу того, что где вылезти, что сказать, там, как, что, зачем, и все в таком духе. Но они уже фактически уже там сидят. То есть им уже сказали 100%. То есть, это, знаете, это как если люди примут вот этот момент, который им будут втюхивать, момент того, что давайте сейчас мы там новые выборы, нового там президента, новое правительство, там выберем еще что-то, вот, и они там побегут это все выбирать, то им создадут иллюзию того, что они кого-то выбрали. Но на самом деле, то есть ничего там выбора никакого не будет. Я надеюсь, вы понимаете. То есть там уже приготовили людей, которые туда сядут фактически. Они уже все, они уже готовы, они уже хоть завтра в это кресло садись. Поэтому вот такие моменты. Опять же, я сейчас скажу, что это не значит, что так будет, ребята. Не значит. Это значит, что как это все готовится, я вам объясняю. Далее, то, что я видела. Но помимо этого,
когда я задала вопрос, то есть я начала делать запрос, что делать людям, как делать людям, как избежать этого. То есть фактически там уже все, там, стандартная вообще схема, по которой я сейчас четко все отрабатываю, да, для того, чтобы, во-первых, посадить нужных людей, во-вторых, отжать нужные территории, а люди просто как мясо, извините, да. Вы понимаете, что там вот в этих вот моментах большой политики там люди вообще ни разу не рассматриваются. Как они там выживать будут, что там с этими людьми будет. Они просто как ресурс, который нужен для выкачки денег в первую очередь. И тут момент того, что мне показалось, что люди должны как-то выдавить. То есть люди не должны поддаваться на то, куда их ведет пастух. И в первую очередь моменту переизбрания кого-то там по-быстренькому, да, сейчас мы вам другого там пастуха там какого-нибудь посадим, да, другую красивую картинку, там вы будете пару месяцев приходить в эйфории, что вы чего-то изменили, а потом вы поймете, вот эта вот песенка у меня прям крутилась, что завтра будет хуже, чем вчера, то есть там, в общем, понимаете. И люди не должны дать этому случиться, то есть они не должны выбирать то, что им предлагают, они не должны соглашаться на вот эти вот типа выборы, да, которые там им будут пытаться устроить и все прочее. Я не скажу, что это будет легко, но опять же, сейчас скажу еще момент, что я видела также, что помимо того, что вот сейчас вот это вот все, что крутится в шестеренках, заворачивается, да, по часам, по вот этим, там вмешалась еще третья сторона. Но третья сторона — это не та сторона, которая там какая-то страна или какая-то еще что-то. Нет. Вмешалась канцелярия. То есть канцелярия этого мироздания. И я увидела четко души высокого порядка, очень высокого порядка, которые начали вязать линии. То есть я увидела души, которые начали вязать линии судьбы. То есть временные линии новые. И я увидела четкие разграничения. Но вот люди, которые, знаете, мародеры, вот эти вот, которые там бегают, сейчас убивают, там что-то делают, они, с одной стороны, их это не касается как-то. А с другой стороны, люди, простые люди, которые, знаете, сейчас сидят по домам, которые боятся, которые не понимают, что происходит, которым не нужно насилие, которым не нужно вот это все, которые хотят мира, но тем не менее они хотят жить в лучшей стране, да. Вот этих людей, как, знаете, как золотые нити такие. То есть эти души высокого порядка, этих людей, они как бы между собой связывают вот этими золотыми нитями. И то есть выстраивают новую временную линию. И как вяжут какой-то узор. И вот этот узор, он еще не готов. Поэтому говорить о чем-то рано, что это за события будут, как, что, зачем, почему, я видела искру. Искра, которая зажжется, которая зажглась в человеке, который сидел дома. Он сидел дома на кухне, и он зажегся, у него идея какая-то зажглась. Идея, знаете, пламенная такая идея в душе. И вот он и другие люди, они как бы вот между собой их начали вязать узор. Новый какой-то узор, который вообще, то есть против этой матричной схемы будет. И тут момент того, что они хотят изменить. То есть ход вот этой матрицы, которая есть. И, ребята, кто чувствует матрицу, я думаю, есть такие, которые чувствуют матрицу так или иначе, которые меня смотрят, бейте шестерни. Бейте те алгоритмы, которые сейчас происходят в Казахстане. Прям разбивайте их. Вы можете это делать. Даже те, кто не видит в принципе эту матрицу, вы можете визуализировать.
эти шестеренки и начинать их разбивать. Визуализируйте, пытайтесь их бить, я не знаю, там, топором, мечом, копьем, чем вам больше нравится. То есть разбивайте их, прямо чтобы вот с них летели вот эти вот шестеренки, чтобы прям пружины эти вылетали и все ломалось, потому что мы не должны дать им провернуть то, что они там пытаются провернуть. Ведь на самом деле не важно, да, в какой стране ты живешь, в Казахстане, там, в России, в Китае, я не знаю, где-нибудь в Италии или в Америке. Мы все живем на этом мироздании, мы все живем на этой параллели, а значит, мы едины, мы должны быть заодно. Неважно, где территориально мы находимся. Сейчас ребята, которые проживают на этой территории, у них очень такой тяжелый момент. И мы должны им помогать все вместе, то есть попытаться им помочь. Мысленно послать свет, мысленно попытаться разрушить шестерни, мысленно не дать запреты ставить на то, чтобы темные вот это вот все провернули там. То есть послать намерение ребятам, чтобы они смогли взяться за руки. Я видела этот момент, кстати, вот эти люди, которых начали между собой вот связывать временные линии, для того, чтобы они смогли отодвинуть, да, вот этих людей, которые сейчас пытаются провернуть там то, что проворачивают. Я видела, как они берутся за руки. То есть я видела вот этот момент единства, что им нужно взяться за руки. Они берутся за руки, и у них получается. Это момент единства. Мы все должны быть едины, и они должны быть едины. Насчет того, что про народовластие. Я говорила про то, что им сейчас нельзя ни в коем случае, да, поддаваться на вот эту вот типа выбор и избрание нового медведя с балалайкой, который будет просто заниматься хрен пойми чем и работать непонятно на кого, да, но явно не на них. То, что людям надо, это выждать. То есть выждать момент и не бросаться из огня да в полымя. Вот это вот быстрые какие-то вот такие вот решения не принимать. То есть им нужно перехватить управление своей страной и как бы, знаете, как заприкодироваться в ней. Или что-то типа того. Я не знаю, как это объяснить. Это идет на уровне ощущения, понимаете? И расшифровать это ощущение достаточно сложно. Но это не так, что мы там по-быстрому берем и опять же передаем свою волю, да, каким-то там непонятным дядькам, тетькам, которые мы там вчера или позавчера только увидели, которые вообще не понять откуда вылезли. И все такое. Нет. Именно сказать, что пока что нам никого не надо. Мы найдем, мы подумаем. То есть момент того, что народ будет сам попытается регулировать действия внутри страны. И люди, которые реальные лидеры, они выйдут, они проявят себя. Но тогда, когда народ начнет сам себя отстраивать, то есть когда он начнет сам пытаться регулировать действия в стране, когда они начнут сами там пытаться что-то делать. То есть вот в таком виде эти лидеры, они себя проявят. Но проявят они себя делами. То есть они в их сердцах, у них внутри, в душе загорится вот эта искра. Они, может, даже и сами не знают о том, что они лидеры. Но в них это зажгется искра. Вот о чем я говорю. И ни в коем случае, то есть нельзя позволять вот этим вот гадам провернуть то, что они хотят провернуть. В общем, я думаю, вы меня поняли. Вот такие дела, ребята, по Казахстану на данный момент. Как только какие-то новые новости или как только вот эти вот даже временные линии более-менее как-то
преобразуются во что-то более конкретное и понятное. Я их пробовала считать, но там вообще, я говорю, ничего пока еще толком не понятно по событийному ряду. Когда что-то более конкретное будет. То есть ситуация там, понимаете, неоднозначна. То есть каких-то конкретных событий, что будет дальше, еще не сформировано. Потому что там идет, во-первых, матричный алгоритм. Там понятно, что по матричному алгоритму я вам рассказала, какие событийные ряды выстроены. Но помимо этого идет другое вмешательство. И то есть я очень надеюсь, что вмешательство канцелярии этого мироздания, оно возымеет верх над вот этим матричным алгоритмом. И что народ действительно встанет, возьмется за руки и не даст провернуть у себя там вот это вот то, что реально светлым душам удастся перехватить и эту ситуацию повернуть на свое благо. В общем, всем всего хорошего. Держитесь, крепитесь. Я знаю, что ребята, наверное, из Казахстана пока еще не смогут посмотреть ролик, потому что интернета в стране нет. Где-то в каких-то регионах, в каких-то населенных пунктах он есть, но в каких-то крупных городах и прочее нет. И я, конечно же, у меня есть знакомые из Казахстана. Я очень сильно за всех волнуюсь, за всех ребят, и не только за своих знакомых, а вообще за всех людей, которые там проживают. Вот, от того, что у них там происходит. Посылаю бесконечно огромное количество света. Я надеюсь, мы выдержим. Все, ребята, всего хорошего. Пока-пока.